Ёшкин кот. Только этого мне не хватало сейчас. Ой, мама дорогая, что там творится-то? Опять сейчас как ливанет, надо бежать быстрее. Вон там что творится. Черные тучища. Всех приветствую. Я бегу, можно сказать, до своей избы. Всю дорогу бегу уже. Часа 2, наверное, без перерыва. Прям очень быстрым шагом. Как всегда, с тяжеленным рюкзаком. Потому что вот такое вот преследует тучи. Грохочет, но пока дождь не идет. Иду проверить свою избу, но еще не знаю, буду ли я в ней ночевать. Это все теперь от погоды будет зависеть. Если дождина пойдет, то придется там остаться с ночевкой. Вот там небо черное-черное. Вот вроде и солнце светит. И тут же вон тучищи какие огромные. Черные. Ну вот наконец-то и Мишанин следик. Плохо различимый, конечно. Вот такого размера он. Довольно огромный. Вот еще один. Да, большой. Большой медведь. Прям лапа огромная. Я уже соскучилась по Мишанькам-то. Они же спали. Вот проснулись. Наконец-то Мишанины следы. Я что-то тут подумала. Уже время 5 час вечера. Вроде рано путь свой начала. Но путь не близкий. Идти долго довольно. Это я еще быстро очень шла. Поэтому я, наверное, в свою избу не буду заходить, время тратить. О, еще Мишане следы. Началось. Ну, вот это я понимаю, вот это поход. Вот он следик. Свеженький, красивенький. Короче, мне до избы, в которую я сегодня хотела пойти, вроде пока тучи разбежались, и надо идти. Мне до нее еще примерно километра 4 идти. А дорога ужасная. Либо идти ломить сквозь тайгу по буреломищу, либо по таежной дороге, но она просто кошмарная, потому что именно по этой дороге все время бежит ручей. Кто смотрел мои ранние фильмы про именно эти места, тот знает, что тут вообще непроходимо в плане каши, грязи, воды. В общем, тяжело. Дорога тяжелая. И эти 4 километра можно довольно долго идти, потому что медленно приходится везде перелазить, перешагивать, обходить. Где-то даже разуваться, босиком переходить по лужам. В общем, поэтому я решила свою избу не идти. Иду сейчас в ту избу, в которую я изначально хотела идти. Если она не занята, остаюсь там с ночевкой. Если занята, хочу пойти, но это, конечно, еще время займет. До железного вагончика, который я нашла в прошлом году. Тоже у меня есть фильм на моем канале. Вот, он-то вряд ли должен быть занят. Вот еще один Мишанин след. Это все тот же, видимо, медведь. Довольно крупный. Вот след. Вот это вообще лапища. Лапища. И вот следом еще одна. Надо, походу, свисток доставать. Медведь громадный. Видно по следам. Даже передние лапы огромные просто. Мега огромный. В этих местах очень много медведей. Здесь всегда очень много следов. И их хорошо видно, потому что здесь всегда мокрая и грязная дорога. Вот. Это промысловая дорога. Лесная до определенного места. Я по ней иду, а потом сворачиваю уже в буреломище какие-нибудь. Вот такая вот дорога типа. Типа дорога, но ее нет. Вот, обходить по краям, там постоянно падаешь, ноги обо что-то заплетаются. Там такая болотистая местность. Продолжительное такое время по краям. А дальше, если заходить, там буреломища вообще непроходимые. Поэтому дорога довольно сложная. И попить охота, и поесть охота, и умыться охота. Ой, какая водичка холодненькая, хорошая. О, соль хоть смыть
с лица. У нас же наконец-то потеплело. Все цвести начало. Такая красота. Сегодня 20 градусов на солнце. А завтра еще выше температура. Но сегодня, правда, дождик передают, но небольшой. Вот тучи ходили. Ой, хорошо-то как. Пока проходимо, иду в ботинках. Если будет непроходимо, придется разуваться и идти босиком. Прям по лужам. Мне даже этого хочется, потому что хочется ноги охладить. Я очень быстро шла, и у меня они аж горят. А вот очень интересный след. Два следа. Медведь и волк, либо дикая собака. В грязи лапа размазывается обычно. Вот и не понять, волк или медведь, хотела сказать, или дикая собака. Вообще на дикую собаку больше похоже. У волка вытянутее след. Вот еще след огромный. А вот тут вот такое ощущение, что маленький какой-то есть следик. Либо это от этого же медведя. Вот он идет дальше. Возможно, это следы разных медведей. Даже невозможно в этом уверена, так как медведей здесь много. Удивительно, что я пока маленьких не вижу. Мишаня! Медведь! Медведь! Алина идет. Давай по-хорошему уходи. Как тут обходить-то, ёшкин кот? О, что я нашла. Еще себе. Как много шариков. Вон и кринки, видите, черные торчат сверху. Это будут головастики. Обалдеть, как много. Капец, вот это вот вообще лапища. Посмотрите, моя нога, это просто ничто по сравнению с этой лапой. Это вообще реально матерый медведь, огромный просто. Вот он подскользнулся, что ли. Вот эта лапа. Жесть. Иду, вот свисток повесила. Посвистываю иногда. Не буду сейчас вам в камеру свистеть. Покрикиваю. Но с другой стороны, знаете, я люблю, когда тишина в тайге. Я на самом деле не так уж часто кричу или свищу, или шумлю. Ну, так, время от времени бывает, покрикиваю. Ой, сошла тут с дороги. И черемшулька молоденькая совсем. Я, кстати, думала про нее, что если получится, может быть, собрать салатика сделать. Но пока ее тут мало. Сейчас для перекуса себе маленько сорву. Мелкая еще пока, но она смачная, вкусная, нежная. Я уже попробовала. Вот это вкусняшка. Сяду-ка я на это вот бревно, наверное. Здесь перекушу. Все, привал. Фу. Плечи хоть отдохнуть. Что всю дорогу бегу. Надо передохнуть немного. Покушать. Чай попить. Несу воду с собой. Литров 5. Может, чуть меньше. Такую даль тяжело воду таскать. Там непонятно ничего с водой. Я знаю, что там есть родник, но помнится мне, что он какой-то вонючий. То есть для технической воды он пойдет. Там зубы чистить, умываться, все такое. А вот именно для питьевой я тащу столько воды, потому что, скорее всего, я на 2 ночи иду. И воду надо экономить именно питьевую. Хорошо так сесть в тайге. Пчелы летают, птицы поют, черемша растет. Кайф. Наконец-то я решила снять для вас свой поход в избу. Сильно рассусоливать нельзя, тучи так и ходят кругами. А идти-то еще прилично. Не хотелось бы под дождь попасть.
Почему я иду в ту избу? Потому что сегодняшняя ночь будет довольно холодная, а моей избы нет печки. И в ту избу, в которую я иду, я ее ни разу не снимала. Ни разу. Я ходила туда множество раз, но я ее никогда не снимала. С хозяином мы знакомы. Ну так, правда. Мы с ним встречались раз на тропе, и он, оказывается, мой подписчик. Я потом об этом уже узнала. Я его на тропе тогда спросила, можно ли снимать в вашей избе. Он мне разрешил. Но я все никак не решалась там снимать фильм. И вот настало время, видимо. Печки у меня нет, где-то надо более холодную ночь переночевать. А завтра я уже хочу еще одну ночь в своей избе попробовать переночевать. Хочу проверить, как там дела. Вот это Мишаня поскользнулся. Так поскользнулся. Прокатился. Можно на каждом шагу снимать. Вот тоже. Он тоже любит по тропам ходить. Удобнее так, чем по буреломам лазить. Что самое интересное, что в ту же сторону, блин, шел, куда я иду. Это вот неинтересно, конечно. Такие следы огромные. Вот тут у него когтищи даже видно. Огромные когтищи в землю воткнулись. Ох, вот еще огромная лапа, не знаю, видно, нет? В общем, я в ту же сторону иду, куда и медведь. Самое интересное, что он лужу почему-то по краю так же обходил, как и я. Ай-ай-ай. Не хотелось ему по луже почему-то идти, хотя, мне кажется, это же приятный процесс. Ой, тут нифига грязюка. Надо меньше снимать и быстрее идти, а то я так до ночи не дойду со съемкой. Просто полно мешальных следов, и я их так не видела давно, что так хочется снимать. О, вот здесь вообще когтины прям видно. Такие глубокие следы. Ну тут вот плохо видно, а тут вот хорошо. Ой, какие когтины. Вот это следы, так следы. И не хотел же по воде идти. Жопа такой. Лужница растет, цветет. Красиво тут, конечно, но такое болото. Ёшкин кот. Тут я опять сейчас никак не перейду, наверное. И везде так вот. Только если быстро как-то по кочкам поперепрыгивать, то он туда залазить придется. О! Смородинка, ёшкин кот. Маленькая. Ой, так хочется сорвать, но мне так жалко. Она такая молодая еще. Ладно, пускай. Пускай еще подрастет. Ой, ее тут много. Может, и сорвать немножко. Вон ее здесь сколько. Ой, запах какой, обалденный, вы не представляете. Но все равно на каждом кустике еще только вот эти вот сверху, которые листочки. Если я сорву, она дальше не будет расти. Пусть растет, не буду ломать. Успею еще смородины напиться, насобираться. Все, я провалилась, короче, в воду. Думала, кочка, а оказалось нет. Блин. Ну ладно, что теперь? Не без этого. Это я еще нормально иду. Как думаете, что я нашла? Мишанина говно. Слабонервным не смотреть.
просто вот такое говнище. Это нифига он. Я говорю, медведь реально огроменный, просто огроменный. Это надо столько было навалить. И вот пошли его следы дальше. Траву жрет. Ай, фу. Короче, у меня весь фильм будет, по крайней мере, треть фильма про Мишанины следы и говнище. Но вот эти следы даже на экран не входят, такие они огромные. Мега огромный медведь. Мега огромные следы. Ладно, хватит уже, наверное, про медведей снимать. Да про следы. Да все такое. Надо прекращать съемку и идти уже в нормальном темпе. А то я так до ночи не дойду. Помимо медведей еще надо и клещей смотреть. Потому что клещей-то тоже полно. Но я, конечно, обработанная вся. Но все равно надо постоянно проверять. Сейчас самый клещевой период. Странно, что мошки мало. Но я говорю, это, наверное, из-за жары. Тут завалы такие. Вот, просто огромные. Все завалило. Сейчас мне это перелазить надо. Как бы не завалиться бы. Бедный мой котик. Фух. Все. Я, наверное, какое-то время не буду снимать. Но если только вдруг медведя увижу, тогда включусь. Прохожу очередную лужу. И вот можно поближе снять. Представьте, сколько головастиков будет. Сколько икринок. Обалдеть. И вон там еще есть. Вон. То есть это довольно большие такие шарики. Здорово. Так идешь иногда. И такие как поляны встречаются. А потом снова густая тайга. Я уже говорила, что люблю такие места открытые. Они такие солнечные и вселяют надежду. Как-то сразу радостно становится на душе, хорошо. Особенно если солнышко светит. Нежные такие листочки у березы. Яркие такие, почти салатовые. Или лимонного такого цвета. На солнышке так красиво переливаются. Очень красивый цвет. Что-то я маленько замоталась. Я уже на подходе. Ой, я ее даже уже вижу. Сейчас самое главное, чтобы там никого не было. Вроде тихо. Потому что это будет фигово, если мне придется еще отсюда куда-то в другое место идти. Вот она, изба. Выглядит так, как будто никого нет. Я на это очень надеюсь. Иногда даже страшно в такие избы приходить, потому что дверь страшно открывать. Не знаешь, что тебя там ждет. Я тут уже давно не была. Очень давно. Кстати, баня. Я когда-то в ней даже парилась. Топила. Это сама изба.
Нифига у них тут дровища. Как их колоть, интересно. Я колола когда-то у них такие чурки огромные. С дровами, конечно, не очень походу. Кстати, значит, точно нет никого. Соблюдай закон тайги. Вот это. Давайте сначала в баню заглянем. Классная такая банька. Я бы даже потопила, но надо много дров, много времени. Так я в ней не раз уже парилась. Вот, пожалуйста, железный топор. Огромный, тяжелый железный топор. А мне вот люди не верят, что на избах такие топоры. Они реально весят там по 10, по 15 килограмм. И вот этим топором я здесь колола дрова таким тяжеленным. И не только на такой избе, на других избах тяжеленными такими колунами. А тут я колола дрова и для бани, и для избы, потому что я здесь была в зимнее время, парилась в баньке. Так. Ну тут, конечно, такая изба маленькая. Но тут много людей помещается, потому что тут вот наверху еще палати. Кстати, вот здесь тоже были. Убрали их. Как-то я на них спала. Здесь вот и внизу еще несколько человек может спать. Здорово. Кстати, смотрите, как вовремя я пришла. Вообще потемнело все. Солнце вообще спряталось. Такие тучищи, ветер там задувает на верхах. И вот начал дождь капать. Прям вот я говорю, и только он начал капать. Наверное, слышно на камере. Плохо, конечно, если дождь разойдется. Я думала у костра посидеть вечером. Если я, конечно, с дровами разберусь. Ну и дрова будут мокрые, соответственно. Еще надо их найти. Сухие именно. Чтобы хорошо горели. Для печки и для костра. Потому что здесь вообще заготовленных дров, кроме вот этих огромных, нету. Если я одну у них возьму, я думаю, они будут не против. Только вот я ее буду долго и упорно колоть. Обхожу сейчас избу вокруг. Ну, просто всегда так делаю. Прихожу, обхожу избу вокруг. На всякий случай все проверяю, смотрю. Я тут, походу, Мишаня приходил. Нарыл яму. Вот жопа-то, а. Что-то я слышу, грохочет где-то. Интересно, это старая яма или... Хотя, наверное, старая. Уже маленько пообросло вокруг. Что раньше я ее не замечала. Такая избушечка. Она, конечно, с одной стороны, для меня странноватая. Такая вся обвешанная всем. Но с другой стороны, прикольно, что тут вот баня есть. И сама изба тут есть. И баня. Ну вот с дровами, конечно, такое себе. Слишком огромное. Ну, одну, может, я возьму. Я вот думаю, что они вроде бы прям хорошо сухие. Должны нормально колоться. Думаю, они не против, если у них один чурбан возьму расколоть. О, солнышко выглянуло. Короче, маленько надо отдохнуть, что я прям сильно устала. Чуть-чуть передохнуть и... Фу, хорошо у них тут. Тут лавочка такая прям перед избой. И вот прям перед лавочкой костровище. Маленько сейчас отдохну, наверное, попью. Что-нибудь перекушу. И потом пойду дрова. С дровами что-то решать. Печку топить.
Ночь прохладная сегодня будет. Вон там витрина какой. Кого я нашла тут? Прямо на пороге. Что еле дышит. Как он вообще сюда попал? Может, он тут был закрыт? Ё-моё. Надо его вытащить отсюда. Маленький. Ты как сюда попал? А? Ты как попал сюда? Не бойся, я тебя не трону. Лапу поднимает. Давай, я тебя вытащу. Давай, иди сюда. Ой, еле живой. Давай, выкарабкивайся. Он, походу, понял, что его хотят спасти. Надеюсь, он выживет. Конечно, мыши беснуются. Надо прям хорошо все протирать. Тут все позгрызли. И вот они, кстати, могут не дать спать. Будем надеяться, что не будут они все-таки бесноваться. Хорошо, всегда такую штуку беру. Протираю стол от мышей и еще вот это стелю. И вообще отлично. Сейчас загляну сейчас в печку, а там кошмар. Видно, что печку давно не топили, видимо, давно тут не было никого. Вот это вот она прям вся насквозь мокрая. Все тут мокро. Так что не знаю, как я буду топить. Надеюсь, у меня все получится. Да уж. Не ожидала я такого поворота. Видимо, через трубу снег попал. Что, они ее не закрывали, что ли? Что туда все провалилось, и все вот это растаяло, промокло все. Зашла в баню. Решила заглянуть. И там, короче, не дожгли. Видимо, пытались топить. И вон что случилось. Дыра. Видимо, загорелась здесь. Но, видимо, заметили, потушили. Теперь дыра такая. Ее, по идее, теперь ремонтировать надо. Топить опасно. Такие дела. Я уже стала осматривать. Думаю, может, все-таки это... попробовать баньку потопить. А что нет. Не буду я трогать тогда. Как-то опасно. С такой дырой, как... Погорело все. Жаль, конечно, ну ладно. Обойдешься, Алина, без бани сегодня. Вообще я тут дважды в бане парилась в этой. Что-то так похолодало, я кофту теплую надела. У меня теплых вещей-то нет, сильно я не брала. Короче, один раз зимой на лыжах сюда приехала. Но это не зима, это уже у нас весна была, но у нас, вернее, это еще зима. Снега было по пояс еще. Я на лыжах приехала, тоже одна была. Затопила баню, затопила избу. В общем, и парилась в баньке. Раз 10, наверное, выбегала, снегом обтиралась, так классно было. Но, к сожалению, тогда у меня еще не было канала, я не снимала. У меня много очень таких интересных каких-то походов.
ушло в никуда, так сказать, не на что было снимать. Я всегда жалела, что не могу снимать. Вот. Столько интересного можно было показать. Сейчас думала уже баньку, думаю, может все-таки затопить. Но раз там такая дыра и там погорела, так я не буду рисковать. Все-таки не моя изба, не моя баня. Шла за водой, за технической. Тут есть родник. Еще кого найти, не потеряться. Если честно, у родника была всего один раз. Вещей пособирать, походить. Я причем эту кофту забыла побрызгать. И пошла. Да, у них тут даже к роднику тропы натоптаны вообще нет. Просто через кусты. Ленточки тут завязаны. Белые. По ленточкам надо идти. Но дело в том, что они не везде их видно. Они бывают теряются из виду. И что-то самое такое, что тут черемши не вижу. Как-то даже обидно. Я же хотела пособирать. То ли она тут еще не подросла, там-то маленькая была. Хотела салатик из черемши сделать. Подхожу к роднику, что еле-еле его нашла. Ёшкин же кот. Никаких вокруг примечаний, никаких троп, ни вообще завалы одни. Просто завалы. Кое-как родник нашла. Такой родник. Видите, он как бы довольно глубокий, всегда с водой. Но вода тут кипятить, наверное, можно ее пить. Мыться, там зубы чистить. А так, без кипячения я бы побоялась пить. Ведро ржавое висит. Да, вокруг вот так. Это еще зелень не поднялась. Поэтому выглядит все как-то кажется безобидным. На самом деле, когда по всему этому идешь, это сплошной бурелом, ветровал. И ноги ломаешь. Все повалено вокруг. Еще так вот болотисто. Сыренько. Местами. Зато лужница цветет. Красивая такая. Представляете, тут вокруг черемшулька растет. Я думаю, немножко пособираю. Ее, конечно, не сильно много, она еще мелкая. Но можно пособирать, попробовать салатик немножко сделать. Тут такая яма глубокая, мне прямо искупаться охота. Вода такая холодная, конечно. Нашла какой-то бутыль у избы. Для технической воды пойдет. Там жуки плавающие всякие. Жесть, конечно. Ну да, ее только кипятить, так ее пить. Не-не-не. Очень много всякой живности там. Оп. Видите, она желтая такая. Мне бы еще сейчас избу найти обратно. А то останусь тут жить. Потому что родник не прям, не близко у избы. Ох, как искупаться охота-то. Ёшкин кот. Я вот думаю, завтра утром у меня будет времени нормально так. То, может, я даже искупаюсь все-таки завтра. Потому что сейчас уже вечер, холодно. Вот, рискну, наверное. Пакетик никакой не взяла. И это плохо, потому что черемшу-то некуда еще воду тащить. Я ж не думала, что тут черемша будет. Хотя могла бы и подумать, влажность тут высокая, а черемша это любит.
Прошлась по этим кустам. И вот, пожалуйста, клещик ползет. Ищет, ищет, ищет. Давай, давай, куда? Хочет, так хочет кровушки моей. А нет, не судьба. До свидули. Что-то еле выползла из этих зарослей. Никто за родником, видимо, не следит. Уже и ленточек там никаких нет. Они уже все давно пооборвались с деревьев. Их просто нет. Кое-как нашла этот родник. А потом кое-как назад вылезла. Вот. И клеща вроде только одного нашла. Может, конечно, может еще где-то есть. Водичка такая себе. Я вижу, что там плавают в ней всякие там бикаратики. Не для питья, короче говоря. Вот чурбан валялся в кустах. Достала, поставила вот так, чтобы обсыхал. Он весь сырой. Вообще не понимаю, когда дрова не ценят и не хранят. Вот тут вот очень много дров вокруг разбросано. Они все мокрые, все влажные, пропитанные уже насквозь водой. Потому что их никто не собрал, ни в укрытие не унес. И их постоянно дождями поливает, снега тут обычно по грудь, ё-моё. Пока он весь тает, все это впитывается. Вот такие дела. Поэтому я тут походила, маленько вот пособирала дровишек. И то они влажные. Пойду сейчас пилу возьму, там дальше береза упавшая, может там что-то отпилю. Кстати, вот такой пучок черемши. Я думаю, мне одной на салатик на один раз хватит. Вот такой пучочек. Черемшулька. Не знаю, насколько мне видно, насколько у меня получится колоть вот такое вот. Тут, походу, этот остался сучок огромный. У меня свой топорик с собой есть. И есть вот этот огромный топор. Сейчас, если у меня этим не получится, попробую большим. Чуть-чуть пошло дело. Сучки, блин, везде. Сучок сплошной. Хочет уже отходить. Щетки разлетаются и не откалывается никак. Вот что. Ну ладно. Сейчас еще вот тут попробую. Тут зарядка. Вот он откалывается сверху, а тут вот он вот, видимо, вот так идет сучок. Да, вот он. Хочет. Эх, блин. Такая большая в печку не войдет. Это плохо. Ну ладно. Маленько хоть. Маленько. Все. Норм. Я думаю, просто печку затопить. Тут вот по-другому не снимешь, как печку затапливать. Очень мало вот тут места. По-другому камеру никак не поставить. Не знаю, что с этой мокрой штукой делать. Пусть лежит. Она потом прогреется. Сейчас попробую затопить. Печка вся мокрая. Но я надеюсь, что все равно получится. Не стала дровишки брать, которые здесь уже заготовлены. Они обычно для тех, кто пришел, чтобы затопить. И потом после себя надо опять оставить. Я, чтобы вот их потом мне не заготавливать, короче, я их просто трогать не буду. Они здесь так и останутся для других. Еще дым весь повалил сюда, ё-моё. Сейчас самое главное разжечь печь.
А потом она, когда разгорится, там уже все будет гореть. Самое сложное это вот начало, когда она такая мокрая. Вокруг что-то поискала, ни сухих веток нормальных, никаких. Все какое-то влажное, все живое. Жесть. Но тяга вроде есть хорошая. О, уже дым туда пошел вроде. Надо быстрее накладывать сухих этих, чтобы это все не потухло, не разгорелось. Ну, надеюсь, разгорится уже. Печечка загудела. Процесс пошел. Ну, надеюсь, она теперь не потухнет. Вон пар пошел. Сейчас она еще долго будет просыхать. Главное, чтобы горело, чтобы тепло шло. Сейчас попозже еще вот эту попробую закинуть. Я сейчас пойду еще дрова заготавливать. Что у меня одна вот эта осталась. И вот эти мелкие я положила сюда. Оно все сучковатое, не знаю даже, получится у меня его колоть или нет. О, попытка не пытка, слишком огромная для меня. Попробуем. Даже не знаю, на земле его попробовать, но оно прыгать, наверное, будет. Или на этот маленький попробовать поставить. Тяжелое. Но это явно, наверное, большим надо топором. Не знаю, что-то я сучковатое выбрала. Сплошные сучки. Давай! Алина, ты можешь. А, первая победа. Сучок ударяется, это капец. Блин. Ну, капец. Ладно. Мне уже жарко стало. Я уже сходила, переоделась. Уже чуть-чуть отколола вот это место. Уже палец ударился даже топором. Ну, в смысле, не острием, а вот этой штукой. Опа. Я его нафиг целое в костер брошу. Достанет меня это колоть. Сучковатая. О. Что-то откалывается. Нашла чурбаны поменьше, они тоже все сучками. Но они, наверное, будут лучше колоться. Короче, тот чурбан откатала в этот костровище. У меня, кстати, нет задачи печь топить постоянно. На улице довольно тепло. И ночью плюс, но она довольно прохладная будет, хоть и плюс. И мне главное, чтобы изба прогрелась, я даже дверь не закрываю. Вот, а на ночь я не буду топить, то есть ночью я не буду печку топить, жарко будет сильно. Мне главное, чтобы сейчас изба прогрелась и до утра ее хватит. И вот у костра посидеть еще хочу. Ну и можно дровишек, если сейчас получится расколоть, оставить другим людям. Ну, наконец-то пошло дело. Топор такой тяжелый, трындец. Ну, не такие топоры еще держала. Еще тяжелее бывало. Есть такая одна изба, там вообще топор просто неподъемный. Мне еще люди не верили, когда я шортс выставляла, когда писала, что он около 20 кг.
Ну, может, он не 20, может, 15, но он реально очень тяжелый. А этот, ну, мне кажется, килограмм 10 есть. Я, короче, уже устала, слабо бью. Может, моим попробовать? Он маленький, легкий. Я уже вымоталась, реально. Надо уже доколоть и кушать готовить уже. Костер разводить. Время уже много. Надо, конечно. Топорчик такой маленький. Специально для походов, походный. 600 грамм весит все. Фух. Замоталась уже. Ну давай, поддайся мне уж. Алина еще немножечко и все. Вот этот вообще, мне кажется, только на костер. Он в печку даже не войдет, такой длинный. Все, хватит. Короче, вот эта дровина не входила в печку, что у нее торчал сучок. Вон он горит как раз. Я его отпилила немножко, и она вошла. Сейчас я ее положила, и думаю, это надолго хватит. Все, закрываем печку. Закрываем печку. Все. О, загудела. Тут, кстати, минус в том, что не закрывается вот эта вот штука. И эта печка дровожорка из-за этого. Она прям жрет дрова. Вот это, кстати, такая изба. В общем, у нее щелей вообще практически нет. Она очень быстро нагревается, и в ней очень жарко. Поэтому надо не перестараться и не перетопить ее. Потому что даже с открытой дверью уже очень жарко. А с другой стороны, время еще мало. И как бы рано ее прекращать топить. Надо по одной, по маленькой подкидывать, чтобы не прекращала просто гореть, и все. А перед сном вообще не подкидывать. Такие дела. Ну, вот столько дров наколола, думаю, даже это лишнее. Для тех, кто придет. Я думаю, мне много не надо будет. Азарт. Просто азарт. Такая березина упала. Вот бы сюда с бензопилой. Сколько дров. Таскать бы побольше туда, но у меня уже реально сил нет. Фух. Надо, короче, переобуться, разгрузить ноги. Я калоши с собой брала, всегда беру их. Ноги очень устали. И костерчик разводить наконец и кушать готовить. Кстати, между делом подкидываю потихоньку дрова по одной штучке, чтобы печка все время
работала, просыхала. Потому что вот здесь, например, до сих пор все мокро. Вот там полы мокрые. Сама печка уже просохла. Надо, чтобы просохло все. Просто избу просушить, пускай она шпарит. Дверь открыта. Потому что в избе уже давно довольно тепло. Надо ее просушить. Давно здесь никого не было, походу. Вот я, кстати, кору принесла, положила дров, навалила вот столько. Наколола от души. Теперь людям придут и сразу смогут печку затопить. Я уже воду поставила кипятиться. Вот такой у меня костер. Разгорается потихоньку. Думаю, если эта штука загорится, она будет всю ночь тут тлеть. Это хорошо. Я тут уже себе картошечку заварила. Так. С зеленым луком и с овощами. Тут у меня лучок репчатый. Огурчик я сейчас черемшу порежу. У меня, правда, дощечки нет. Вот что плохо. Придется так резать. Черемшу порежу. У меня майонезик есть. И огурчика добавлю туда. Будет вообще супер. И майонезика. Я вообще больше со сметаной люблю. Но в такой поход опасно сметану брать, она прокиснет. Ох, какой у меня костерок-то, а то уже холодно. Сейчас вот огурчик режу еще. Как хорошо, что я взяла огурчик. Половинку огурчика порежу, половинку на завтра оставлю. Плохо без доски, конечно, резать, но вкусняшка сейчас у меня будет. Салатик с картошечкой, представляете? И у меня еще икра сельди с собой. Вообще. Еще и костерок такой хороший. И печка там работает, я вижу, дым идет. Это вообще класс. Не жизнь, а сказка. Вкуснятина какая сейчас будет. Как я об этом мечтала. Салат из черемши поесть. Кстати, лучше, конечно, когда черемша, когда у нее ножки такие сочные, но она еще не доросла. Такую я тоже люблю. Я с листьями ее ем. Тоже вкусно. Вот такой у меня шикарный ужин. Картошка с зеленым луком и овощами. Черемша с огурчиком и майонезом. Икра сельди и лук репчатый. Правда, икра сельди первый раз такой взяла, какая-то она слишком светлая. Надеюсь, она вкусная. Как же я люблю черемшу. Жалко, она раз в год бывает. Меня спрашивали, что такого страшного можно услышать в тайге. Вот. И знаете, я случайно услышала у одного походника, потом у другого, у третьего, что они, оказывается, слышат то же, что и я. Бывает такое, что в тайге, и вообще, наверное, не только в тайге, в горах, короче, когда один где-то находишься в какой-нибудь глуши,
слышишь какие-то голоса. Причем так явно это слышно, вот как будто бы женщины, например, разговаривают, или как будто бы смеется кто-то, дети какие-то где-то играют, смеются. Ты прислушиваешься, и они то ближе, то дальше, и прям четко слышно, но ты не можешь расслышать слов. И оказывается, это не только у меня. Я думала, может, это у меня там уже совсем галюны. Оказывается, это у многих походников, вот именно у одиночек, которые ходят в такие места, где нет людей, где глушь. И постоянно вот в таких местах слышатся какие-то голоса. Поначалу, когда я первый раз такие голоса услышала, не то чтобы меня это испугало, меня это поразило. Думаю, как так в такой глуши какие-то там женщины идут, разговаривают, что-то хихикают, ну, как будто что-то смешное так между собой разговаривают, смеются. Прислушиваюсь, как будто бы как бы и вдали, и как бы и приближается звук. И думаю, странно. Потом первый раз такое услышала, потом второй раз услышала, как будто дети там хихикают, что-то там переговариваются, смеются, бегают, то ближе голоса, то дальше. И, в общем, теперь очень часто, когда я одна, бывает, просто идешь по маршруту даже, по какой-то тропе, или не по тропе, или ломишь там сквозь бурелом, и время от времени слышишь какие-то голоса. То это мужчины, то это женщины, то это дети. Теперь я понимаю, что это, я не знаю, это мозг так реагирует, видимо, может быть, на глушь такую, на тишину, или что это. Я, в общем, я не могу объяснить, что это, но я теперь понимаю, что я не одна такая, что я не одна слышу эти какие-то голоса. Мне кажется, это какая-то иллюзия мозга создается, что ли. Что ты слышишь как будто что-то. Ну, потому что ты один, особенно когда много дней находишься один, кажется, что ты что-то слышишь. Вот. А еще хотела сказать, что я вот когда ухожу в такие походы, вот в какую-нибудь такую глушь, особенно если на несколько дней, вот как сейчас вот я на 3 дня, получается, ушла, на 2 ночи, я все время, когда возвращаюсь, с каким-то таким чувством странным, потому что я не знаю, что там в мире происходит, особенно сейчас. То есть непонятно, куда ты вернешься. А вдруг там все изменилось за эти дни. Вот ты находишься в этой глуши, здесь нет ни связи, ни каких-то, ни интернета, ничего. Ты не можешь вообще ничего узнать. Ты выходишь потом из этой глуши, и ты не знаешь, что там в мире произошло. А вдруг что-то произошло, а вдруг ты выйдешь куда-то, а там уже все не так. Вот это вот не то чтобы пугает, это настораживает очень. Особенно сейчас, какие времена, это очень прям сильно меня настораживает. Я когда собираюсь в походы, я никогда не знаю, что мне собрать. Я вообще терпеть не могу собирать рюкзак. И особенно мне сложно собрать вещи и питание, потому что у меня питание такое, наверное, скудное для многих. Я много чего не ем, и мне очень сложно собраться именно в питании. Я постоянно от этого страдаю, можно сказать. Я не знаю, что мне все время взять поесть, чтобы я вроде как сытая была и лишнего не тащила. Вот. И по одежде. Я все время не могу рассчитать по погоде одежду. Я все время, то я много вещей возьму, то наоборот мало, потом мерзну. Я вот мерзлявая, но в то же время не люблю жариться. Я люблю жару, но я не люблю жариться. И я, если жарко, вот мне все время говорят, как ты в тайге ходишь там в юбке, в шортах. Я не могу, когда жарко. Я раздеваюсь, мне все равно, что там клещи, что там кусают, что там ветки, бурелом там ноги царапают, дерет. Они у меня все время в ссадинах, в синяках, в шрамах эти ноги все и руки. Потому что я не могу жариться. Мне нужно раздеться. Вот, и я хожу раздетая. И я все время не знаю, какую одежду взять. И очень часто я не угадываю. Вот. И даже смотришь прогноз погоды, он постоянно меняется. И сколько раз я вроде настроюсь на один прогноз, да, вот даже на Тагана я поехала, там был один прогноз, когда я поехала. А приехала, там зима. Там началась зима, там совсем другое. Я не готова была. Вот, у меня не было, конечно, зимней одежды, но как-то я пережила эту неделю, которая там была.
Ну, кстати, Таганай, скорее всего, выйдет после вот этого фильма. Вот этого похода, после вот этого похода. Хотя я его отсняла ранее. Такие дела. Вот. Сижу с вами, болтаю, у меня все остыло, я ничего не ем. Надо сходить еще печку проверить. Какая же вкуснотень, а? Как я люблю весну. Черемша, много всяких многоцветов. Все цветет, все пахнет, птицы поют. Столько вкусного начинает вырастать. Обожаю. У меня май-июнь мои самые любимые месяцы. Но это в Сибири. Потому что у некоторых май-июнь это уже конкретное лето. А у нас только-только вот все начинает сочным становиться таким. Так, что у нас тут с печкой? Темно, конечно, но... Ага. Уже догорает. Это очень быстро дрова прогорают. Мне это не нравится, конечно. Опа. Подложим одну дровишку. Всякие звуки в тайге. Ночные. Вообще жесть. Он далек летит. Я уже в избе. Вот так вот я закрылась. Веревка плюс проволока, конечно, это не поможет, но это не для того, не от спасения животных, как некоторые думают, а чтобы притянуть дверь, и то там щель какая-то есть. Будет тепло уходить. В избе не слишком жарко и совсем-совсем не холодно. В самый раз, мне кажется, тепло. Вот такая у меня, кстати, лампа. Очень классная лампа. Из нее еще так вытягивается гирлянда такого же лампового цвета. Мне очень нравится. Такие у меня тут дела. Ботинки сохнут. Я уже очень спать хочу. Тут я постелила поближе к печке. Ноги чтобы были. И все. Я сейчас переоденусь и лягу в байки. В избе настолько тепло, что мне даже одеваться неохота. Я лягу в футболке и в трусиках спать. Вот. Тут у меня рядышком топор, нож, вода, если что попить, и пакет с бельем, если я начну замерзать, чтобы не подогреться. Такие дела. Ну все, я собралась в баньке. Не знаю, как я смогу или нет уснуть. Что-то даже жарковато. Но я сейчас укрываться спальником, конечно, не буду. Просто поверх лягу.
Вот, и по мере холодания буду одеваться. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля! Как же сегодня хорошо! Солнце греет, птицы заливаются, все цветет и пахнет, бабочки летают. Как же хорошо проснуться в таком весеннем лесу. Котик собрался покушать, охранять термос. У меня тут, как всегда, стандартный набор. Киселек густой заварила, каша льняная с овсяной смешана с орешками разными, с ягодами, с сухим молоком. И на десерт у меня шоколадка белая и печеньки обычные постные. Как хорошо так на природе сесть, покушать. Даже в избе неохота вообще сидеть в такую погоду. Это зимой хочется в избе сидеть и не вылазить. А в такую погоду в темной избе совсем сидеть неохота. Там мрачно.
Там даже холоднее, чем на улице. Тут вон бабочки летают, птички поют. Приятно даже завтракать. Пошла я снова родник искать. Почему искать? Потому что фиг запомнишь, где он. Никаких этих знаков нет познавательных. Я, конечно, точку поставила. Буду сейчас на нее идти. Просто. И все. Но тут, конечно, приходится лезть по всяким кустам. Я уже с третьей стороны пробую зайти на родник. Может, попроще, но нифига подобного. Нигде не попроще. Все позаросло, позавалило. Походу, они туда вообще крайне редко на этот родник ходят. Хоть и жарковато уже с утра, я кофту эту надела, потому что после воды, чувствую, мне прохладно будет. Хочу все-таки попробовать помыться. Я даже взяла шампуньку с собой и бутылку, чтобы не в роднике, конечно, мыть шампунем голову, а наберу воды, помою голову. Ну а в родник я залезу ополоснуться. Родник быстро очищается, это во-первых. Во-вторых, вода там явно не питьевая. Только если кипятить, он быстро обновится. Да и никто в ближайшее время наверняка туда не придет, так что он успеет обновиться после того, как я в нем ополоснусь. Ёшкин кот, вот такие завалы. Стараюсь их, конечно, обходить, но тут везде непроходимо просто. Жесть. Мне кажется, вчера я как-то чуть-чуть по-другому шла. Но я не совсем запомнила как. А я в этот раз решила немножко по-другому пойти, но тут явно хуже. Надо было вчерашним. А я еще такая умная Маня. В калошиках пошла. Иду, ноги ломаю. Этим всем змееловым. Вот то, что видит мой глаз, камера не передаст. Это просто сплошные вот завалы. Так как трава еще не выросла большая, кажется, что идти нормально, но нет. Под ногами черти что, сбоку бантик. Кстати, тут недалеко от родника еще одна вот такая лужа есть. Но она просто не глубокая, в ней нет, ну, бессмысленно не искупаешься. Так бы можно было, конечно, в родник не лезть. Ну, это прям лужа. Ну, тоже, видимо, здесь можно родник копать. Вода постоянно собирается. Вот калужница растет именно на болотистых местах. Значит, здесь постоянно вода. Кстати, по ней можно искать, где копать родник. Я так думаю. Дебри таежные. Такие выворотни вообще. Вот этот вообще такой огромный. Он намного выше меня. Капец, какие тут завалы. Тут тоже вода. Вон калужница растет. Короче, здесь болотистые места. Возможно, бекаста тут и водится. Раз тут так сыро, влажно. Ага, вон и ведро торчит, вижу. Я, можно сказать, вышла. Вот позади меня выворотень, видите, огромный какой. Просто мега огромный. Это такие корни у дерева. Это такое огромное дерево упало.
Даже жалко. Такие деревья многолетние. Вот так, родничок, что готов ты меня, интересно, принять? Страшновато даже как-то лезть туда. Но очень хочется помыться. Желание большое. Среди цветочков, среди коряк, завалов. Наверное, так еще никто никогда не мылся. Среди дикой тайги. Сначала наберу воды для головы, а то потом я взбаламучу тут все. Мутной водой уже голову не прополощешь. Вода такая прохладненькая. Сейчас еще все мои раны будут щипать. Я ж тут вся поисцарапалась, пока шла. Да и вчера пока шла тоже. Вода капец какая холодная, оказывается. Оказывается, тут глубоко. Главное, чтоб медведь сейчас не пришел. Ё-моё, она ледяная. Ноги мерзнут. Это мой первый опыт купания в роднике среди дикой тайги, среди завалов. Где я только не купалась. Теперь и вот так тоже. Обалдеть. Мне самой нравятся вот эти новые впечатления, новые ощущения. Когда ты заходишь в воду, в которую никто никогда не заходил. Представляете? Насколько она обновляет организм. Я это прям чувствую, когда она касается вода твоего тела, оно обновляется. Оно впитывает в себя энергию, энергетику этих мест, дает тебе много энергии, здоровья. Я все это чувствую, когда вот окунаюсь в каких-то таких водоемах, особенно диких, в диких местах. Сразу какая-то радость появляется, настроение поднимается, восторженность. Это не передать словами, это вот нужно прийти и окунуться. Так классно вообще.